С утра вокруг были птички, много птичек. Даже прилетела колибри, но я не успел ее заснять. Доброе утро! Сегодня начинается третий день. Спали мы неплохо, но я проснулся в 3 часа ночи, все еще никак не перестроив на это новое время. Стало немного прохладнее, и сейчас я вам покажу, что происходит в нашем лагере. Вот здесь находится туалет с видом. Пойдемте дальше. Тут мы спали. Тут нам готовили ужин, сейчас готовят завтрак. И вообще, кстати, непривычно, потому что обычно в походах, когда мы ходили, всегда ты сам все это делаешь и очень много на это время тратишь. Там лагерь испанцев, которые спустились с горы. У них есть фишка, они готовят попкорн для всех гостей каждый вечер, и потом сажают сюда людей с попкорном смотреть на закат. В общем, вот это наш бейскэмп. Этот вид мне немного напоминает Техас. Нам дали завтрак. Вот те самые лепешки, которые с утра повар делал. Все утро наш гид Марио уже готовил нас морально, что будет тяжелый день. И после завтрака мы вышли из бейскэмпа, и нам предстояло подняться примерно на 600 метров и пройти около 6 километров. Подъем был почти вертикальный, поэтому, естественно, не обошлось без нытья и сарказма. В общем, мы поднялись на 42 метра. Вообще неинтересно, очень легко. Слишком легко. Так что я не знаю, стоит ли идти дальше. Может, лучше вернуться? Мы, кстати, какое-то время дезинфицировали воду, но уже на второй день решили, что вода проточная и не должно быть проблем. То ли из-за того, что хотелось пить, то ли действительно так, но вода казалась какой-то особенно вкусной. Как я и говорил, вообще не интересно. Мы прошли много, осталось еще больше. Я вообще так рад, что мы сюда пошли. А куда мы идем? Всем советую. На Рарайму. А покажи где. А вот там. Мы все больше и больше заходили в джунгли. 2 дня до этого на Рарайме шли дожди. Все цвело и напоминало какой-то волшебный лес с нереально яркими красками. Для местных индейцев Пимон Рарайма – священное место. Они считают ее обителью божественных существ и связывают с легендами о сотворении мира. Одна из самых известных легенд рассказывает, что гора Рарайма является местом, где зародилась жизнь, и гора – это остаток древнего дерева, которое когда-то давало плоды всему миру. Легенда гласит, что это дерево было срублено, и его падение вызвало великий потоп, после которого осталась только гора.
Мы прошли 4 километра, поднялись на 385 метров. Мы сейчас находимся около стены горы Рорайма. Все местные гиды и портеры прикасаются к стене, тем самым символически просят разрешения у духов, чтобы подняться на гору. Разрешение получено. Считается, что на горе и около горы нельзя громко говорить и кричать, чтобы не прогневать духов и не вызвать дожди. Пока мы отдыхали мы, конечно, только из-за Марио. Вот, сами мы, конечно, не устали, вообще нет. Нас нагнали помощники Марио. Феликс. И Браулио. И Браулио. То есть они собрали палатки, догнали нас и перегнали нас. Я просто восторгаюсь этими выносливыми местными ребятами. Внизу периодически, как на ладони, появлялся бейскэмп. Мы остановились на ланч, и нам показали, как мы пойдем дальше, и это будет уже последняя часть пути. Этот путь называется путь Ла Рампа, и именно по нему поднимался и нарисовал в отчете первый английский исследователь Эверетт Им Терн. Перед последним подъемом нам надо было пройти прямо под водопадом. Марио сказал держаться по 2 метра друг от друга и не наступать на темные камни, чтобы не поскользнуться. Короче, мы выходим под водопад, надо идти очень аккуратно, потому что камни падают, держать 2 метра между нами. Так что вперед! Издалека казалось все очень рискованно, но вблизи оказалось, что надо прям постараться, чтобы свалиться. Мы прошли половину и делаем отдых. Это очень тяжело. Марио тоже уже устал. Вот смотрите. Ну, как всегда, Марио устал больше. Мы-то так. Я изи. Вообще не сложно. Как на работу каждый день ходить. Пугает только одно. Одно пугает. Как мы вообще вниз спустимся? В итоге мы поднялись примерно на 600 метров за день, что по высоте эквивалентно 190-этажному дому. Интересный момент, что наверху птицы меньше боятся людей и подпускают ближе. Рядом с подъемом открывался красивый вид на долину и соседнюю гору Матауи. Я никогда еще не встречал таких высоких, отвесных, практически вертикальных стен. Это очень высоко. Мы собрались и пошли по плато к нашей стоянке.
Честно, это не похоже ни на что, что я видел раньше. Ландшафт кажется инопланетным. Наверху на плато есть открытые пещеры, в которых ставят палатки и их называют отелями, и у каждого есть свое название. Их бронируют турфирмы заранее в администрации парка. Обычно выделяют пещеру в зависимости от количества людей. Наш отель назывался «Принципале». Basilio, San Francisco, Arenales, Principal, Sucre, Guácharo, Malvinas, Yacusi, Caracas. В общем, мы дошли до отелей, точнее до нашего отеля. Марио только что перечислял, какие отели здесь еще есть. Всего их около 9-10. Мы остановились в отеле Principal. Каждый отель это такая вот пещера, в которой они ставят палатки, готовят еду и даже, наверное, где-то здесь есть туалет. Дима торчат ноги. Вот наша гостиница. Вот там по дорожке пройдешь, и там кухня. В общем, все как должно быть. Итак, мы поели, разложились. Сейчас мы час отдыхаем. После этого пойдем на самую высокую точку на этой стороне, гору Мэверик. Где-то она вот там. Когда мы поднимались на Мэверик, мы прошли мимо знаковой скалы Эль Пато, что переводится как утка и похоже на утку. В итоге мы поднялись и уже начало темнеть, но я все-таки успел запустить дрон. Рарайма — это другой мир. Когда начало темнеть, пришли облака и начали поглощать все вокруг, превращая скалистое плато в мистическое пространство. В какой-то момент облака полностью поглотили нас, и я чуть не потерял дрон. Мы вернулись в лагерь и легли спать. Мы устали, но уже ждали завтрашнего дня, дня знакомства с загадочным плато Рараймы.